Я приветствую всех на моем канале. В этом видео я вам покажу, как можно связать вот такую вот кофточку. Я выбрала для нее довольно-таки простой узор. Мы с вами уже вязали и майку таким узором. Поэтому я думаю, что справится и каждый начинающий. Я вам желаю приятного просмотра. Для этой кофты я использую пряжу от фирмы Arellano Cotton Soft. Здесь 45% хлопка, длина пряжи 50 грамм 150 метров и крючок номер 4. Для моего размера 34, рост у меня довольно-таки маленький, у меня ушло пряжа где-то 350 грамм. Сколько пряжи понадобится на другие размеры, я вам тоже покажу. Позже я вам тоже все это рассчитаю. Кофту мы вяжем следующим образом. Мы набираем петли внизу, вот здесь, полностью на перед и на спинку. И вяжем перед и зад полностью до рукавов. После мы делим кофту на 3 части, вяжем отдельно оба переда и спинку. Я вяжу обычно тоже вот здесь вот скосы для плеч. Можно связать, конечно, прямо плечи, но мне так не нравится, поэтому я всегда делаю скосы. Вырез у нас такой вот формы. Рукава я вяжу, я начинаю вязание с самой кофты и вяжу их вниз. Их можно тоже связать прямо, но я обычно тоже делаю убавление на рукавах. Теперь я вот здесь рассчитала, сколько нужно пряжи для каждого размера. 36, 38, 400 грамм примерно. 450, 40, 42 размер и так далее. Можно, конечно, или лучше всего купить немножко больше пряжи, потому что зависит от того, какие вы рукава, допустим, вяжете. Если вы немножко длиннее хотите связать рукава, если у вас рост большой, то вам понадобится в любом случае больше пряжи. Я ростом примерно 164, поэтому мне 350 грамм хватило. Если вы ростом больше, то можно взять, допустим, 400 грамм. Или если вы выше, если длина вам понадобится длиннее, допустим, то тоже больше пряжи. И теперь вот здесь вот я рассчитала, сколько нужно петель набирать. Раппорт узора состоит здесь из 4 петель. Это раппорт. Для других размеров я тоже написала, сколько нужно набирать петель. В зависимости тоже от того, какой ширины вы хотите вязать кофту. У меня она не очень широкая получилась. Можно связать, конечно, чуть-чуть пошире. Можно, например, если вы хотите 40 размер связать, можно взять петли и на 42, чтобы пошире было. То есть набираем петли мы вот здесь внизу полностью на всю ширину и вяжем рядами до рукавов. То есть полностью вот эту вот длину. Вот здесь вот ширину я написала. 55 сантиметров у меня полностью ширина. Высота до рукавов 40 сантиметров. Полностью длина 67 от плеча. Длина рукава, ширина рукава. И здесь плечи примерно 16 сантиметров. Это без обвязки 16 сантиметров. Мы еще будем впереди обвязывать. Это вот узор
И теперь мы с вами набираем воздушные петли. Я узор покажу в маленьком формате. Вы набираете свое количество петель, которое вам необходимо. Крючок завожу под нить, прокручиваю крючок, держу вот здесь нить и провязываю первую воздушную петлю. И набираю таким образом воздушные петли, сколько вам необходимо. Петли мы набрали, и теперь в четвертую воздушную петлю я провязываю первый столбик с накидом. Накид и провязали столбик. Теперь я вяжу 2 воздушные петли, пропускаю внизу 2 петельки и в третью петлю провязываю столбик с накидом. В следующую воздушную петлю я провязываю второй столбик с накидом. Опять 2 воздушные петли, 2 петли внизу перепрыгиваю, в третью петлю вяжу столбик с накидом, первый и второй столбик с накидом в следующую воздушную петлю. Это практически вот наш узор. 2 столбика, 2 воздушные и так далее. 2 воздушные петли, 2 перепрыгиваем и в третью вяжу первый столбик и потом второй столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда 2 воздушные петли. Я пропускаю 2 воздушные петли. И в конце ряда провязываю 2 столбика с накидом. И последний столбик с накидом провязываем. Вот так выглядит узор. Теперь вяжем следующий ряд. Я начинаю с 3 воздушных петель, поворачиваю вязание и вяжу во второй столбик столбик с накидом. И теперь вот здесь в арочку я провязываю 2 столбика с накидом. Первый столбик и второй столбик с накидом. 2 воздушные петли и в следующую арочку провязываем опять 2 столбика с накидом. Первый и второй столбик с накидом. 2 воздушные петли, пропускаем столбики и в арочку вяжем опять 2 столбика. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда я провязываю 2 воздушные петли в арочку, еще раз 2 столбика с накидом. И теперь у нас вот здесь 2 последние петельки. В столбик я вяжу 1 столбик с накидом. И между 2 вот последними петельками я завожу крючок и вяжу последний столбик с накидом. То есть мы в конце ряда вот здесь провязали в начале и в конце по 4 столбика у нас получается. И следующий ряд мы повторяем так же, как первый ряд, начиная с 3 воздушных петель, поворачиваю вязание и вяжу вот здесь во второй столбик 1 столбик с накидом. То есть этот ряд у нас будет в начале 2 столбика. 2 воздушные петли и теперь в арочку вяжу 2 столбика с накидом. Вот так вот выглядит.
То есть первый ряд с 2, второй 4, и здесь опять 2 столбика. И теперь продолжаем вязание. 2 воздушные петли, в арочку 2 столбика с накидом. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда я провязываю 2 воздушные петли, пропускаю 2 столбика, в третий столбик вяжу столбик с накидом и между последними петельками провязываю последний столбик. Вот так вот выглядит. И теперь мы вяжем, повторяем второй ряд, точно так же 3 воздушные петли, поворачиваю вязание, и вот здесь вот во второй столбик я провязываю столбик с накидом. И теперь в арочку вяжу 2 столбика с накидом. Две воздушные петли. И вяжем дальше все по рисунку, как мы уже с вами вязали. И в конце ряда провязываем 4 столбика в арочку и потом в конце тоже. И таким образом мы вяжем нашу основную часть до рукавов. То есть спинку и перед мы полностью вяжем вот в длину 40 сантиметров до рукавов. Эта схема с одной стороны вот вырез, а с правой стороны плечо. И теперь мы с вами вяжем вырез. Мы связали вот до этого угла. Я здесь вверх провяжу впереди сначала 3 ряда по рисунку, и потом мы с вами начнем убавлять петли для выреза. Я 3 ряда уже провязала по рисунку. И теперь мы делаем убавление для выреза. Это у нас край, 3 воздушные петли, поворачиваю вязание и вяжу первый столбик с накидом во второй столбик. Теперь по узору я должна провязать, по идее, 2 воздушные петли. Эти 2 воздушные петли я теперь не провязываю, а вяжу сразу в арочку 2 столбика с накидом. И дальше я вяжу по рисунку в каждую арочку 2 столбика и 2 воздушные петли и так далее. Так вяжем до конца ряда и потом вяжем следующий ряд тоже и возвращаемся к вырезу. Здесь я теперь опять на стороне выреза. Здесь мы вязали убавление. Во втором ряду мы вяжем все по рисунку. Здесь я 2 столбика провязала, теперь 2 воздушные петли. И в конце ряда я провязываю 2 столбика. То есть 2 столбика я пропустила. Вот так вот провязываем 2 столбика в конце ряда. Мы вяжем убавку в каждом втором ряду. Следующий ряд начинаю с 3 воздушных петель, поворачиваю вязание. Вот в этот столбик я провязываю столбик с накидом. Столбик я еще раз распущу. Здесь я сделаю следующим образом. Я не вот сюда в арочку провяжу этот столбик, чтобы у нас дырочка была поменьше.
Теперь вяжу 2 воздушные петли, пропуская вот эту первую арочку, и в следующую арку я провязываю 2 столбика с накидом. И дальше я вяжу все по рисунку. Вот так вот выглядит убавление. Вяжем. Здесь еще раз вот я провязала, одну арочку я пропустила. И вяжем теперь ряд до конца. И потом вяжем обратно еще один ряд и возвращаемся к нашему вырезу. Здесь у нас вырез. 2 столбика, 2 воздушные петли я провязала. И теперь в арочку провязываю 2 столбика с накидом. И в конце еще один столбик, и между петельками тоже еще один столбик. То есть 4 столбика мы в конце ряда провязали. То есть мы с вами повторяем. То есть мы вяжем то же самое, как вот здесь теперь ряд. 3 воздушные петли, поворачиваю вязание и вяжу вот здесь вот первый столбик с накидом. Теперь здесь мне нужно было провязать 2 воздушные петли, я их не провязываю, а вяжу в арочку 2 столбика с накидом. И дальше вяжу все по рисунку. Следующий ряд мы вяжем потом без убавления. И потом вяжем убавление, как мы уже вязали вот здесь, в этом ряду. 3 воздушные петли, столбик вот сюда в арочку, 2 воздушные петли и 2 столбика во вторую арочку. И таким образом мы вяжем наш вырез. И потом здесь вот сверху мы с вами вяжем скос на плечи, то есть это последние 3 ряда. Здесь со стороны, где вырез, мы также продолжаем делать убавление, вот эти 3 ряда. И одновременно вяжем для плеч вот этот скос. Спинку я вязала рядами дальше. Такой же длины, как у наш перед. Вот здесь вот до вот этого ряда. Последние 3 ряда я еще не вязала. Мы их с вами тоже провяжем вместе. То есть убавление для плеч. Сзади тоже 3 ряда. Для выреза я оставила 2 ряда сзади. 1-2 ряда будет достаточно для выреза сзади. Я вам все это еще покажу, что нужно делать. То есть сначала провяжите просто в рядах до вот этого вот угла, чтобы на одной высоте было. И теперь мы с вами свяжем плечи. Я, к сожалению, забыла сразу снять. Поэтому покажу на таком вот кусочке, но в принципе то же самое. Это у нас последний ряд, и 3 ряда мы теперь вяжем. Я здесь начинаю. Я двигаю сейчас соединительной петлей в левую сторону. Вот здесь завожу крючок, протягиваю нить. И протягиваю через правую петлю. И таким образом в каждую петлю я завожу крючок и прохожу до нашей арочки.
И в первую вот здесь вот петельку также завожу крючок и провожу еще одну, провязываю еще одну соединительную петлю. 3 воздушные петли. И теперь в арочку я вяжу 2 столбика с накидом. Таким вот образом выглядит. Вот у нас уже получился скос. Дальше я вяжу все по рисунку. И с левой стороны, там, где у нас вырез, там мы также продолжаем делать убавление для выреза. И теперь мы вяжем второй ряд скоса для плеч. 3 воздушные петли. Провяжу в первую арочку столбик с накидом. Это у нас убавление для выреза. 2 воздушные петли. И во вторую арочку 2 столбика с накидом. Теперь я вяжу пока что дальше. И с левой стороны мы опять будем делать скос. И теперь у нас с левой стороны скос. И вот здесь у нас это скос, вот здесь у нас последняя арочка. И в последнюю арочку я делаю накид. Завожу крючок вот здесь вот в эту арочку, в первую или во вторую петельку. Протягиваю нить и провязываю столбик. Слишком туго не затягивайте этот столбик. И теперь мы с вами свяжем следующий ряд. 3 воздушные петли. Поворачиваю вязание. И вот в эту вот арочку я провязываю 2 столбика с накидом. И вот так вот выглядит скос для плеч. Дальше вяжем по рисунку. И в конце ряда я провязываю в арочку 2 столбика. И в конце ряда тоже 2 столбика. В столбик 1 столбик и между петельками тоже 1 столбик. И вот так выглядит скос. То есть все 4 плеча мы практически будем вязать точно так же. И теперь я вам покажу, как вязать. Вот это у нас спинка. Мы будем вязать 3 последних ряда на спинке. Здесь мы, как я уже сказала, оставим для выреза 2 ряда. Можно, в принципе, для всех размеров взять 2 ряда. Для маленьких меньше, для больших побольше. Я думаю, 2 ряда будет достаточно. Можно сделать и больше, 3 ряда, если не хватает. Мы провязываем первый ряд. Мы его полностью провязываем. Ну, начинаем уже скос для плеча. Поворачиваю вязание. Я двигаюсь соединительными петлями в левую сторону. Завожу крючок вот здесь вот, как обычно, протягиваю нить и через правую петлю. В следующий столбик протягиваю нить через правую петлю. И в первую воздушную петлю я также завожу крючок и провязываю еще одну соединительную петлю.
Теперь я вяжу 3 воздушные петли. 3 воздушные петли. И сюда вот в арочку, следующую, я провязываю 2 столбика с накидом. И получается такой же скос, как мы вязали впереди. И дальше я вяжу полностью все по рисунку. И так я вяжу до конца ряда. В конце ряда у нас вот здесь последняя арочка. Я провязываю сюда столбик с накида. Делаю накид и вот сюда вот завожу крючок и провязываю столбик с накидом. Сильно его опять не затягивайте, посвободнее. И теперь вяжем следующий ряд, второй ряд. 3 воздушные петли, поворачиваю вязание. И теперь мы вот здесь вот в первую арочку я провязываю 2 столбика с накидом. Вот так выглядит скос. И теперь мы провязываем ширину плеча. То есть это у нас последние 2 ряда. И мы будем делать здесь вырез. То есть провязываем только на ширину плеча. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5 раз по 2 столбика с накидом. И теперь я вяжу 3 воздушные петли, поворачиваю вязание. Ширину плеча вы можете сравнить с передом. И провязываю по рисунку в арочку тоже 2 столбика. У нас получились 2 ряда, это у нас получается вырез сзади. И теперь я вяжу дальше 2 воздушные петли, 2 столбика. Дальше вяжу по рисунку. Это у нас получается 3-й ряд, последний. И вот здесь у нас последняя арочка. До этого мы провязали 3 петли, это скос у нас. И вот сюда я провязываю. Можно связать столбик с 2 накидами, если вы более плотно вяжете. Можно провязать столбик с 1 накидом. Как у вас лучше ложится. Здесь мы провязали. И с другой стороны мы теперь довязываем еще 2 ряда плечо и одновременно получается вырез. Это вот другая сторона. Здесь мы провяжем еще 2 ряда. То есть я вот начинаю вязание. Вот здесь мы начинаем.
смотреть в другую сторону нужно. Я начну вот здесь вот воздушную петлю, завожу крючок и провяжу 3 воздушные петли. Вот здесь в арочку я провязываю 2 столбика. И дальше вяжем по рисунку. Теперь вот я опять 5 раз по 2 столбика я провязала. 3 воздушные петли, поворачиваю вязание и вяжу по рисунку во второй столбик с накидом, в арочку 2 столбика. Две воздушные петли, 2 столбика. Мы здесь провязали в начале 4 столбика и 2 раза по 2 столбика. И теперь я провязываю столбик. Вот здесь можно с 2 накидами, как я уже говорила, можно с одним. Вот здесь я завожу крючок в первую или во вторую воздушную и провязываю так вот столбик с 2 накидами или с одним накидом. И вот таким вот образом выглядит. Плечи мы складываем теперь вместе, лицевая сторона на лицевую, и прошиваем. Я прошиваю крючком, вы можете также прошить обычной иглой. Вот так я складываю. Я беру обычно поменьше крючок. И теперь вот завожу крючок где-нибудь с края. Сначала вот здесь заведем. Беру нить, протягиваю нить. Теперь у нас вот здесь вот эти петельки по 2. Вот так вот я захвачиваю 2 внутренние вот эти вот петельки, протягиваю нить и протягиваю левую через правую. Опять вот так вот завожу крючок. И таким вот образом я соединяю обе детали. Вот эти вот 2 внутренние. Когда их нет, просто где-нибудь заводите, где видите. Вот так вот выглядит с лицевой стороны. Теперь мы с вами начнем вязать рукава. Это схема рукавов, и посередине убавка, убавление петель. Вот здесь вот мы плечи зашили с вами. Это нижняя часть, и мы начнем вязать рукава в круговую. Я начинаю с нижнего края вязания. У нас вот здесь вот эти вот ряды идут. И вот здесь вот у нас ряды. И вот здесь я завожу крючок, где у нас первые петли. Протягиваю нить, провязываю 3 воздушные петли. И в первый вот ряд я провязываю столбик с накидом. 2 воздушные петли. Теперь следующий ряд я пропускаю. И в третий ряд я провязываю 2 столбика с накидом.
2 воздушные петли, один ряд практически пропускаем, и вот следующий ряд я вяжу 2 столбика с накидом. Итак, продолжаем дальше. 2 воздушные петли, один ряд пропускаем, в следующий ряд я провязываю 2 столбика с накидом. Итак, мы вяжем пока что до плеча. Теперь вот я на плече, вот здесь я провязала последние 2 столбика, 2 воздушные петли. В этот ряд я пропускаю, вот здесь посередине я провяжу 2 столбика. Вот это я пропускаю, вот здесь вот провязываю с одной стороны первый столбик и потом второй столбик с накидом вот здесь. 2 воздушные петли, вот этот ряд я пропускаю и вот сюда вяжу 2 столбика с накидом. И так вяжу до конца ряда. Теперь я провязала до конца ряда. Здесь я 2 столбика провязала, провязываю еще 2 воздушные петли и соединяю ряд. Вот здесь у нас первые 3 воздушные петли, в третью воздушную петлю завожу крючок. И таким образом соединяю соединительной петлей. И теперь мы вяжем следующий ряд. 3 воздушные, нет, здесь еще 5 воздушных петель. И вяжу в первую арочку 2 столбика с накидом. 2 воздушные петли, 2 столбика. И так вяжем полностью все по рисунку до конца ряда. В конце ряда я провязала 2 столбика, 2 воздушную. В последнюю арочку я провязываю 1 столбик с накидом. И в третью воздушную петлю завожу крючок и провязываю соединительную петлю. Следующий ряд я начинаю 3 воздушные петли и в арочку 1 столбик с накидом. Дальше вяжу все по рисунку, 2 воздушные петли, 2 столбика и так вяжу до конца ряда. В конце ряда я провязала в последнюю арочку 2 столбика. Теперь провязываю 2 воздушные петли. И в третью воздушную петлю я закрываю ряд. Теперь мы повторяем узор. Я провязываю 5 воздушных петель. То есть 2 ряда мы этим постоянно повторяем. И 2 столбика в арочку провязываю. В конце ряда я провязываю вот здесь 1 столбик с накидом и соединительной петлей. Можно, конечно, вязать рукав с убавкой. Мне нужно сначала посмотреть, как это делать, и я вам также покажу, как это делать. Как я уже сказала, мы с вами свяжем убавление. Убавление я вяжу в каждом 5-м ряду. В каждом 5-м ряду я убавляю по 2 петельки. Здесь вот я уже провязала. Между убавлениями у меня всегда 4 ряда. У меня они не совсем такие узкие получаются. Если необходимо, можно и каждый 4-й ряд, например, сделать убавление. Вот так вот у меня получилось. Немножко поуже они у меня получились.
Сейчас мы вяжем убавление в 5 ряду. Я смотрю всегда, как у меня выглядит узор. Начинаю с 3 воздушных петель и провязываю 1 столбик в следующую петлю. В этом ряду мне сейчас необходимо, допустим, провязать 2 воздушные петли и сюда вязать дальше 2 столбика. Но эти 2 воздушные петли я их убираю и вместо них провязываю просто здесь вот 2 столбика. То есть 2 воздушные петли я убавила. Дальше я вяжу по рисунку. И в конце ряда я провязываю в арочку 2 столбика, 2 воздушные и соединяю. Здесь вот у меня то же самое было. Я 2 воздушные петли, я их не провязывала. У меня, по идее, везде одинаково получается, когда я вяжу в каждом 5 ряду, у меня убавление везде одинаковое получилось. И таким образом можно вот пару петель убавить на рукавах. Итак, вяжем мы с вами рукава. И потом мы с вами обвяжем внизу рукав. Так, это низ рукава, мы с вами его сейчас обвяжем. Вот здесь у меня нить, я ее продолжаю вязать. Я в столбик вот сюда завожу крючок и провязываю первый столбик без накида. Где у нас арочка, я провязываю 1 столбик без накида. В каждый столбик я провязываю по 1 столбику без накида, а в арочку я провязываю 1 столбик с накида. И таким образом я немножко еще убавляю петли, чтобы немножко у нас получилось поуже. Итак, вяжу до конца ряда. Ряд я не закрываю соединительной петлей, а просто потом в каждую петельку провязываю по кругу столбики без накидов. Вот так вот выглядит. Я провязала 5 рядов. 5-6 рядов будет вполне достаточно. Смотрите, как вам больше всего подходит. То есть в каждую... Первый ряд, если вы провязали, то дальше в каждую петельку вяжете по столбику без накида. Если нужно, можно, конечно, еще убавить петли во втором ряду. И теперь мы с вами обвяжем кофту. Вот здесь вот с этого низа начнем. Провяжем до выреза, сзади вырез, впереди и до низа с другой стороны. Обвязка у меня выглядит вот таким образом. Здесь у нас вот эти вот опять ряды. Я вам показала так, что я в каждый ряд провязала по 2 столбика с накидом. Это было маловато. Я потом поменяла и провязала по 5 столбиков. То есть в один ряд я провязала 2 столбика с накидом, а во второй ряд провязала 3 столбика без накида. То есть на каждые 2 ряда по 5 столбиков у меня получилось. Потому что иначе у меня немножко оно как бы стянулось. Поэтому я провязала побольше столбиков. Можно провязать 5-6 рядов.
на спинке, там, где у нас вырез, я сделала следующим образом. Я в арочку провязала по одному столбику без накида, чтобы немножко он стянулся сзади, а в столбик я провязала по одному столбику. Смотрите, как вам больше подходит, я немножко поуже связала. Можно провязать тоже по 2 столбика в арочку. И теперь мы с вами будем обвязывать. Я с одного края вот здесь вот начинаю вязание. Здесь завожу крючок. Первый вот ряд, вот этот, который у нас здесь в крайней петле, я провязываю 2 столбика без накида. Первый столбик и второй столбик без накида. В следующую вот петлю, которая у нас лежит, я провязываю 2 столбика, но, как я вам уже сказала, провяжите лучше 3 столбика без накида, потому что иначе будет стягиваться. И так вот в каждый такой ряд, в каждую вот лежачую петлю мы провязываем по 2, а потом чередуем 2-3 столбика. Второй ряд. В первую петлю вот здесь я провязываю 1 столбик без накида. Теперь я провязываю 1 воздушную, 1 петлю пропускаю, во вторую петлю я провязываю столбик без накида. 1 воздушная, 1 пропускаю, провязываю столбик без накида. 1 воздушная, 1 пропускаю, столбик без накида. То есть я не вяжу полностью столбики, а между ними провязываю воздушные петельки. И следующий ряд вяжете то же самое по рисунку в каждую. Там, где воздушные, провязывайте также воздушные, там, где столбики без накида, провязывайте столбики без накида. То есть полностью все по рисунку. Между столбиками всегда я провязываю 1 воздушную. Так вот выглядит. То есть следующий ряд также провязываете по рисунку. И вот так вот выглядит у меня край. И осталось еще просто, смотря в зависимости от того, какая пряжа, можете погладить, постирать, как вам больше подходит. Ну, в общем-то, и все. Мы с вами довязали. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада.